Он описывает страдания животных так, что я закончила переводить этот кусок и перестала есть мясо. Поступь, легкая моя, чистой совести примета. Yo voy con paso sutil, señal de conciencia limpia. Сделал из своей жизни тоже какое-то произведение. На это ушло 10 лет моей жизни, Паша. Выходила на улицу здесь, в Барселоне, и удивлялась, что есть машины, что есть люди, что есть... Толстой — это общечеловеческое явление. Я ходила к этому поэту, как когда-то ходила к Евгению Борисовичу Пастернаку. Ты обещаешь не смеяться? Хорошо, да, я даже никому не скажу. Ты говоришь о том, что да, что перевод должен быть потребностью как бы души, да, что это не просто рутина, принесли, там, перевел, и, ну, даже хорошо это сделал, может быть, вот, но когда есть совпадение с автором, ты намного больше можешь передать. Есть такое слово у Федерико Гарсиа Лорка «дуэнде». Ты знаешь, да? Ага. А мне кажется, что у перевода есть дуэнде только тогда, когда действительно переводчик весь внутри этого перевода. Не потому, что будет получить зарплату после перевода, а потому что если он этой книги не переводит, то тогда дальше не может жить. Понятно. Может быть, мы прочитаем с тобой стихотворение? Давай. Есть оно у тебя, да? Я прочитаю по-русски, коротенькое, да? А ты по-испански. Давай, я ее поищу. Поступь, легкая моя. Поступь, легкая моя. Давай. Поступь, легкая моя, чистой совести примета. Поступь, легкая моя, песня звонкая моя. Бог меня одну поставил посреди большого света. Ты не женщина, а птица, посему летай и пой. Yo voy con paso sutil, señal de conciencia limpia. Yo voy con paso sutil y una fuerte melodía. Dios a mí me fue a poner en medio de la ancha tierra. Eres ave, no mujer, y por eso canta y vuela. Здорово, мне кажется, Да, здорово. это оно. Да. Самое главное, самый трудный экзамен — это когда такие стихотворения, которые поет Лена Фролова, она может петь и на русском, Да. и на испанском. Вот это для нас не зачет, это экзамен. Экзамен, да. Да, у вас же целый проект, да, я ходил в Барселоне, я помню, вот много выступали с ней. Да, это был такой спектакль, который назывался «Непленный дух». По Марине. Пленный дух у нее, а у нас не пленный дух. Да. И Понятно, вот как раз об этом было чуть-чуть. Когда ты переводишь Цветаеву на испанский язык, ты больше выражаешь себя в тексте, то есть насколько много ты себя добавляешь в текст, или ты все-таки стараешься сохранить только то, что там есть, и минимально присутствовать в тексте? На этот вопрос я могу отвечать не только по отношению к Цветаевой, а по отношению ко всем моим писателям, потому что это очень тонкий должен чувствовать переводчик, что он делает. И я тоже тут хожу по следам Марины Цветаевой. Она все время говорила, что если я буду преследовать буду ходить очень близко с Пушкиным, например, настолько близко, что я буду, как, знаешь, не будет у меня свобода, я не смогу творить. Конечно. Поэтому я говорила, что я чувствую себя все время, как, знаешь, в цирке, на канате. Если я буду очень близко или очень много уважать то, что есть на русском там, или на греческом, то мой читатель не сможет этого читать, потому что это уже не испанский язык. А если я буду думать только о своем читателе, то тогда я душа, кровь моего писателя будет отсутствовать. Поэтому я должна найти все время вот этот такой баланс между писателем и читателем, чтобы остаться верной писателю, но дать возможностью читателю читать и наслаждаться или задумываться глубоко над текстом. То есть не потерять русскую суть, но чтобы можно было читать. Потому что
все другое, и синтаксис другое, и все другое. Поэтому надо, это действительно, это искусство перевода, это искусство художественного перевода. Конечно. Потом, ты только подумай, я могла бы переводить Цветаеву по таким принципам, по которым я перевожу Толстого? Конечно, нет. Конечно, нет, потому что проза, даже проза Маринина — это музыка. А у Толстого совсем другая задача. У Толстого важно, чтобы читатель понял то, что он хочет сказать. Я не могу Больше играть. важно высказывание, более формальное, скажем так. Нет, и это художественная проза, пожалуйста. Но там нет этой музыкальности, которая есть в прозе Цветаевой. Поэтому подход совсем другой. Вот книги, как раз они вышли в Акантила, да? Это, тебе покажу, это письма и дневники последних 15 лет жизни. Можешь ли ты рассказать, почему ты решила переводить не художественную прозу Толстого, а вот его дневники и письма? Нет, я тоже перевела художественную прозу, просто ты, наверное, в этом не знаешь. Я перевела и «Утро помещика», «Семейное счастье», «Метель», «Холстомер» и другие. Да, наверное, я переформулирую, я имею в виду, почему вот дневников 3 книги, да, по-моему, вышло? Нет, дневников 2 книги. То есть, что ты этому отдала так много внимания, именно не художественному тексту, а вот, дневникам и это письмам. смотри, это получилось так, что когда я училась в университете, у меня был очень важный в моей жизни преподаватель, который делал для нас спецсеминар по Толстому. И в этом спецсеминаре я узнала, что у Толстого есть дневник. Дневник, который он вел с 18 лет по 82 года, когда он буквально прежде чем 4 дня или 5 дней до смерти он еще писал в дневнике. Вот. Этот спецсеминар Александра Михайловича Бокучава, который вот вел этот спецсеминар, открыл для меня Толстого как человека. Не только как великий творитель, да, вот писатель, там «Война и мир», Анна Каренина, «Воскресенье», но как человек, который создал или сделал из своей жизни тоже какое-то произведение. То есть я открыла через Бокучаву всю этот путь Толстого с самого начала до конца жизни. То, что он любил там пчелы, то, что он был сапожником, то, что он учил языков, и особенно его духовный путь, который был очень важен для моего преподавателя, и он передал эту любовь нам. Я помню, что во время спецсеминара я когда-то думала, в МГУ, в университете, там, думала, может быть, когда-нибудь это будет на испанском. Я не думала, что... Это ты именно. Да, может быть, это будет, потому что, ты знаешь, в университете я иногда думала, боже мой, фон Визина, это нет на испанском. Если я буду преподавать, как я буду учить там студентов и так далее. И то же самое было с дневником Толстого. Прошли многие годы, потому что я университет закончила в 80-м году, и первый том дневников вышел в 2000-м. 2000-м, да. Прошли 40 лет, да. Вот, 40 лет прошли, и вдруг жизнь мне подарила те возможности, которые нужны для того, чтобы переводить такое. Потому что это была невероятно трудная задача, потому что их много томов, дневников, их много там. Да, там порядка 20 томов, по-моему, в полном собрании. Очень много томов, по-моему, 13 или там больше, не знаю, сейчас не помню уже. Вот. И для меня вот в моем мексиканской голове, когда я читала это, было, как, знаешь, как мураль, как по-русски называется, он мураль. Как те огромные мурали или мозаик, огромный мозаик. Мозаика, да, стена, да. В котором
читатель может видеть и чувствовать Толстого в движении, потому что через годы он меняется и так далее. Когда я для себя создала такую задачу, я думала, как я буду это делать. А как ты, да, отбирала? Ты же должна была отбирать. Ты же не... У тебя же не 13 переехала в Москву, снимала квартиру и каждое утро ездила как бы на работу в библиотеке музея Толстого на Причистенке. Там были у меня свои люди, которые знали намного больше меня. И еще раз возвращаюсь к Александру Михайловичу, который мне очень помог отбрать куски. И не только он, тоже вот, люди, которые работали в музее, директор тогда Ремесов был директором музея, и библиотекарь и так далее. У меня были свои идеи, что я хочу. Я хочу, чтобы этот мозаик огромный, великолепный, который есть перед глазами русского читателя, был таким же, но знаешь, как эти камафей итальянские, маленькие, потому что я не могла переводить это в миниатюре. И вот по этому принципу я делала, значит, отобрала те темы, которые были для самые важные темы у него на русском, и то же самое было на испанском. Вот так. И даже тот же самый принцип был, когда я делала это отбор писем. На это ушло 10 лет моей жизни, Паша. Я помню, мне кажется, как раз мы так общались, как раз близко, и как раз ты была в процессе этого, и выходили книги. 10 лет прошли, пока я не... Но я считаю, что это были 10 лет прекрасных, потому что я много узнала, много нашла еще, открывала для себя, например, какие-то книги, которые я иначе не могла открыть, как Страхова, там его путешествие на Бафон, ну и так далее, который тоже потом там вышла целый как книга. Космос, конечно, ты начинаешь читать, там вокруг Толстого, безусловно, там целый огромный мир. Я хочу тебе сказать, что в течение 10 лет я не жила в своем веку, я жила в 19 веке. Абсолютно точно выходила на улицу здесь в Барселоне и удивлялась, что есть машины, что есть люди, что есть, как они одеваются. Потому что была действительно помешана в 19 веке. Где сани, кнуты. Да. Да, это было так. Да, ну слушай, ты отдала этому 10 лет жизни, но ты их передала в эти книги, так что, то есть эти твои годы, они сохранились в твоей работе. Нет, я их не теряла. Да. Я не об этом Нет, говорю. потому что это звучит действительно впечатляюще. Ну, то есть такая большая работа. Скажи, пожалуйста, вот такой вот вопрос. Вот Толстой, он вот русского читателя, конечно, поражает своими текстами, но все же вот он русскому читателю понятен с точки зрения какого-то общего мировоззрения, подхода, представления. А насколько вот этот толстовский подход, вот этот русская его сторона характера, она понятна испанскому читателю? Я думаю, что... Нет, извини, этот вопрос очень глубокий, потому что это действительно очень глубокий вопрос. Но что я могу тебе сказать? Толстой не принадлежит только русской культуре. Толстой — это общечеловеческое явление. И те темы, о которых он пишет, они не принадлежат только русской культуре. Это общечеловеческие темы. Да. Поэтому я считаю, что и мы, мексиканцы, и тут в Испании, и во Вьетнаме, и, я не знаю, в Катманду или в Бирмании, Толстой понятен, потому что он человек. И он человек в высоком смысле слова. С большой буквой. И человек понимает человека, понимаешь? Поэтому мне было очень важно давать эти дневники, эти письма, где сам он себя рисует как человек. Это действительно очень было важно. Вот. И я считаю, что вот этот путь жизни, который провел Толстой, о котором говорил Бокучава в своем спецсеминаре, это очень важно. Человек глядит, как он родился, кем он родился, где он жил, какие были его вкусы, когда он был там
юношей, потом какой путь он проходит, чтобы писать такие романы, как Анна Каренина, как «Война и мир», потом как он переходит от писателя к уже более важно для него мыслителя. И это очень важно, проследить этот путь. Это действительно очень важно. И это то, что я сейчас делаю еще. Я не только дневники и письма. Я оставить, вот прежде чем умереть, мне хотелось бы оставить действительно целую ряд книг. Но я не спешу. Но это есть действительность. Вот. Поэтому я сейчас, знаешь, чем занимаюсь? Выпускаю книжки с воспоминаниями современников Толстого. Потому что на дневниках... Да, ага. Таким был Лев Толстой, да? Таким был Лев Толстой, да. Я могу тебе показать. Вот Ты готовишь, да? Да, второй том. Вышли 3 книжки такие. Вышли 3, да. Это выдержки из книг, да, там Булгаков, наверное, да? Вот. Да. Это те, которые писали, те люди, которые знали Толстого и оставили о нем воспоминания. Вот. Почему? Я объясняю. Потому что в дневниках и в письмах это как бы автопортрет. Толстой пишет о себе. А это уже мы делаем портрет. Это люди, которые видят Толстого, каким он есть. Со стороны. Поэтому очень важно, чтобы иметь полное представление о том, кто есть Лев Толстой, очень важно знать его мнение о себе и мнение других о нем, чтобы была полная картина. Вот. Такие вышли 3 у меня книжки. Еще уже 2 книжки в издательстве есть, они потихоньку будут выпускаться. А сами вот идеи Толстого, то есть насколько они на тебя там повлияли, значительно для тебя, его идеи о жизни, Слушай, Паша, пути. но это не если... долго. Нет, пожалуйста. Нет, если это очень долго, может быть, как-то это не очень долго. тезисно. Это очень просто. Я как перевод, это очень просто. И я тебе это расскажу в 3 словах. Значит, я как переводчик, конечно, чувствую влияние всех моих писателей. То есть в данный момент ты разговариваешь с человеком, который есть как бы конспект от Толстого, от Цветаевой, от Казанцакиса, от Сефериса, от Рицоса, от Пушкина, от Гончарова и так далее. Потому что каждый мой писатель дал мне что-то. А вот, да, есть такой момент, например, я переводила для дневников момент, который Толстой описывает, когда он ходил в Туле, в каком-то, я не знаю, теперь не помню, как называется по-русски, место, где убивают животных, чтобы потом продавать и чтобы люди их ели. Это матаверо, как называется по-русски? Живодерня? Он так это описывает, Паша. Важно, что он описывает страдания животных так, что я закончила переводить этот кусок и перестала есть мясо. Как он. Например, есть маленькие такие примерчики, я могу тебе сказать, да? Но не только Толстой. Я и говорю, что я как бы чувствую себя конспектом всех моих... Поэтому очень важно для меня выбрать, кого я перевожу. Потому что я знаю, что он останется во мне. Если говорить о русских авторах, то ты вот переводил также Булгакова, Гончарова, Берберову, Мандельштама. А вот чей язык был наиболее сложен для тебя? Марины Цветаевой. Безусловно. Безусловно, там не о чем говорить. А можешь описать вот, обычный свой распорядок дня, когда ты работаешь? То есть сколько часов ты отдаешь переводу? Жизнь. Больше, чем часы, да? Да. Всю жизнь. Нет, я встаю очень рано, в 5:30, в 6. Я уже начинаю работать. Нет, самый первый, нам полчаса, 40 минут, иногда час, я даю чтение, потому что я все время говорю своим людям, которые спрашивают, будущие переводчики, что орудие труда переводчика – это язык, на котором он переводит. Поэтому нужно читать хороший испанский язык. То есть
рано утром, когда у меня мозги еще работают хорошо, я читаю язык, я выбираю слова, я нахожу. Иногда вот в процессе перевода у тебя остается одно слово, которое ты не находишь никак, а потом находишь в своих чтениях, например, да? Или там кто-то в парке сказали вдруг, ох, это то, что я искала, да, но в основном в чтениях. Потом я уже начинаю, чай попью и начинаю работать. Чай, не кофе? Чай. Гимнастический зал, который просто я не выпускаю. Сейчас в пандемии было сложно, но я уже опять начала ходить. Молодец, правильно, да. Да, гимнастический зал, потом опять перевод. Легкий обед, как говорит Толстой, легкий обед, чуть-чуть перевода. Потом выхожу, гуляю с Ники, моей собачонкой, по 2 часа, иногда даже 3 часа, если погода хорошая, потому что тоже движение после обеда дает мне бодрость в голове. А лягу спать не позже, чем в 10 часов вечера. Потому что в 5:30 или в 6 уже работаю на следующий. Уже надо вставать. Ну, а ты ты сказал, что ты читаешь, видимо, там современную или классическую литературу на испанском. А для удовольствия ты читаешь? Или это все именно с прицелом на то, что мне вот нужно пропитываться языком? Для удовольствия читаешь ли ты, как читатель? Летом. Летом, когда я на острове, читаю для удовольствия. А так, в основном, читаю для работы. То есть, например, когда перевожу Толстого, читаю своих 19 века, своих писателей 19 века, у которых есть сочный, хороший язык. Когда я перевожу 20 век, читаю своих тоже таких. Иногда, да, иногда ради исключения, когда есть желание читать что-нибудь такое, о котором много говорят или считается интересным, то хорошо, тоже считаю. Но если у этих книг нет сочного языка нормального, от которого я могу учить или выбрать слова и так далее, мне скоро скучно. Давай перейдем к греческой литературе, которую ты также переводишь. Такой вот первый вопрос. Откуда вообще такая жадность к языкам? Ты и так учишь русский, это сложный язык, там, не романский. То есть, а почему еще и греческий ты добавила? То есть, что инициировало твой интерес? Что инициировало? Ты обещаешь не смеяться? Хорошо, да. Я даже никому не скажу. Хорошо. Это тоже было... Мне было 4 года, когда мои родители приехали в Испанию, в Европу, извини, и отправляли, знаешь, карпосталь. То из Парижа, то из Испании, то из Лондона, то из, я не знаю, то из. И вдруг я жила у бабушки, у моей. Конечно, я еще в 4 года говорить не могла, а читать не могла. Бабушка мне читала эти карт-посталь, открытки. И вдруг пришла открытка из Парфенона, из Афин. И бабушка читала, и я снизу видела эта открытка. И там был Парфенон. И знаешь, опять, как с Мариной Ивановной, опять что-то здесь внутри меня случилось, что вот это как бы глубокое ощущение красоты. Вот, архитектурное, но не только. Там эта карт-посталь передавала красоту. И с тех пор я все время, когда училась в школе, все время писала о Греции, о греческой культуре, о греческой мифологии и так далее. Тогда, когда я училась в аспирантуре в МГУ, узнала, что есть гречанка в МГУ на филфаке, которая преподает новогреческий язык. И я стала учить этот долгожданный новогреческий язык. Вот, начала у Евтихии, ее зовут была преподавательницей в МГУ, начала у нее, и потом жизнь просто чудо. Через путь совершенно неожиданный. Я работала в Мексике как переводчик для театра Руставели, фестиваля, как синхронный переводчик. С актерами, когда мои актеры уехали, остался греческий театр. И я попросила переводчицу, которая работала с греками,
быть рядом, просто чтобы слушать язык и учить язык. А когда греки уехали, раздавали там, знаешь, подарки всем, а мне подарили стипендию, чтобы учиться в Греции. Это, скажи, чудо или не чудо, Мир? Даже не знаю, мне кажется, это больше, чем чудо, там, двойное чудо, да, это удивительно. Так что я сказала, что я не могу, мне надо отдать экзамен Это в Москву. судьба, это судьба Это просто. судьба. Я через Москву отдала там свой экзамен по аспирантуре, и через Москву в Грецию поехала учить уже в Греции греческий язык. Вот. И это было очень большое для меня, очень большая радость, просто большое счастье. Потому что тоже люблю эту культуру глубоко, она мне ужасно нравится. Новогреческая литература — это очень интересное явление. Там есть такие имена, которые, как Никос Казанtzakis, например, которые наравне с самыми высокими именами мировой литературы. Который «Последнее искушение», да, по нему снял Скорсезе Да, фильм. я эту книгу не перевела, я перевела Зорба Грек, который вот Зорба Грек, да, еще одну книгу, которая называется «О Христос Ксанаставрон», это по-гречески «Cristo de nuevo crucificado». По-испански, а по-русски я не знаю. Христос заново распят, может быть. Заново распятый, да. Заново да, да. распятый. Мне кажется, он тоже переведен, потому что я вот смотрел, какие есть на русском, да, языке, ну, переводы. А ты была первой их переводчицей этих романов? Нет, как раз нет. Да? Но переводы существовали через французский язык. Через французский. Через французский это всегда язык. потеря. Это было раньше было обычное дело, да. Поэтому первый перевод прямо с греческого языка, да, это мой. Понятно. И вот у меня есть еще одна тоже книга. Да, Янис Рицос. Вот какая у меня, да, книга, да. Янис Рицос, поэт, тоже она билингва, книжка. Вот, ну, можешь вот, ну, я понимаю, очень сложно, да, говорить по-русски о поэте греческом, которого ты перевела. Не сложно, абсолютно не сложно. Да, просто вот, ну, мне интересен именно, да, вот поэт, то есть что это за, насколько он там значителен для греческой поэзии, насколько он известен в Испании благодаря тебе? Он для Греции очень значительный поэт, он был не только поэтом, он актером, я не знаю, все, он действительно очень такая личность многогранная, вот. А мне интересно было переводить, я с ним познакомилась лично, я должна тебе сказать. Да, потому что когда я училась в Греции... Уже пожилой уже. Он давно умер. Но я тоже да, пожилая, то есть я успела с ним познакомиться, да. Да, я училась в Греции еще в самом начале и ходила по книжным магазинам, нашла очень такую красивую, как объект, красивую книгу купила, Янис Рицос. Вот. И пошла в издательство, спросила, могу ли я переводить эту книгу. Они мне сказали, что должна попросить разрешения у самого поэта. Так что я ходила к этому поэту, как когда-то ходила к Евгению Борисовичу Пастернаку. И он обрадовался, потому что первая книга, это первый раз на испанский язык, который хотели переводить эту книгу. Это не из этой серии, другая. Такая детская поэма, очень такая солнечная, очень красивая. Детская в смысле для детей или просто... Нет, я могла читать это своему сыну, когда он был маленьким, но это не для детей, это не стихи для детей. Ну просто солнечная такая, знаешь, радостная книга, красивая. Называется «Sueño de un mediodía de verano». Сон, да, в полдень. А потом Рицо сам мне говорил о том, что есть у него эта серия монологов, театральных монологов, которые написаны свободной рифмой на испанском, да, и на греческом языке, и у которых есть тема мифологическая, то есть Елена, Агамемнон, Персефоне, мифологические темы. Как раз «Ла Каса Муэрта», что ты сейчас показал там, да, это Клитемнестра и вот весь миф ее. И он мне подарил книгу, чтобы я их почитала. Это говорим давно-давно, 81 год, может быть, 81 год.
Я эту книгу посмотрела, потому что мой греческий язык еще не хватало на того, чтобы понять. Да, конечно. Но потом, когда я уже начала работать с Акантиладо, я предложила своему издателю тогда, Джаума Валькорва, говорю, слушай, есть такой писатель, такой поэт, он говорит, ну ладно, давай попробуем, начнем с одного и посмотрим, как это пойдет. И я предложила тогда Федру, потому что прекрасный монолог, Федра известная личность и как-то так. И пошло настолько хорошо, что он мне сказал, давай, вперед. И теперь уже у нас 9 монологов из 17, но 9 уже вышло. И я надеюсь, что до конца моей жизни я успею переводить остальных 8. Чтобы оставить эту серию монологов. Да, серию, да? Да. Слушай, не потому что сделать это. Пойми меня, пожалуйста, не потому что другой переводчик не может это сделать, а потому что это уже мой голос там. Да, конечно. И это очень важно, чтобы, если есть серия, был один голос. Да, корпус вот этот, да, целиком. Да. Также вот ты переводила Георгаса Сефериса, да, ты 3 тома эссе его перевела, полное собрание стихов. Да. И это было не я предложила тогда, вот эти 3 тома эссе. Это был мой издатель в Мексике, который был другом Сефериса. Когда-то он был послом Мексики в Греции. И когда я предложила ему тот рыцарь солнечный, о котором мы сейчас говорили, он мне говорит, слушай, через тебя, так это точно, через тебя я выполню долг Сеферисом. Понятно. Потому что он меня попросил переводить эти 3 тома. То есть ты чужую работу сделала. Но для меня это была такая школа, Паша, потому что язык очень сложный. У меня греческий еще не был на таком уровне. Так что эти 3 тома были для меня просто школа греческого языка. Ты просто очень отважный человек. Почему? То, что тебя это не останавливало. Нет, я опять улетела в Грецию, работала там с греками, которые знают испанский язык, и все, понимаешь, все, чтобы понять, чтобы все это было хорошо. Потом это все прошло через глаза моего издателя, и вот выпустили эти 3 тома, да. Я много обязана этой работой.